Одно из самых известных фото 20 века. Фото Збигнева Релига, польского кардиохирурга. Наверняка вы его видели. Тут он только что закончил многочасовую операцию по пересадке сердца. На снимке можно увидеть также его ассистента Ромуальда Чихоня, уснувшего прямо на полу в углу операционной. Фотография стала иконой новой медицинской технологии, тогда еще относительно новаторской, но уверенно входившей в жизнь. Сейчас трансплантология и возможность пересадки сердца воспринимается как что-то, если не обыденное, то, существующее. Во многих развитых странах мира, включая Россию, есть медицинские центры, где пациентам с тяжелыми сердечными патологиями могут провести операцию по пересадке сердца с относительно небольшим риском и хорошим прогнозом. Но рутиной подобные операции стали далеко не сразу. Было множество ошибок, опасений, преждевременных надежд и странных увлечений, которые затронули и популярную культуру, прям как сегодня с нейросетями. К тому же, еще относительно недавно люди воспринимали тему обмена органами довольно чувствительно. Сегодня мы поговорим о том, как и когда в живых людях забились чужие сердца. Люди давно задумывались о пересадке органов. Мечтали, чтобы искусные умельцы могли бы пришивать им здоровые части организма вместо больных. Такие возможности иногда приписывали христианским святым. Однако люди также и боялись трансплантации. В XIX веке, например, когда медицина стала более развитой, а врачи все активнее начали препарировать трупы, появился роман Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей» о докторе Франкенштейне и чудовище, составленном из разных частей мертвых тел. Монстр Франкенштейна становится фундаментальным культурным мифом о том, как научные и медицинские технологии вторгаются в область сокровенного, меняя восприятие человека. Но, каким бы страшным ни казалось будущее с монстрами, людям куда страшнее умирать или иметь серьезные проблемы со здоровьем. Так, уже в 1883 году проводится первая операция по пересадке щитовидной железы. Ее осуществляет выдающийся швейцарский хирург Эмиль Теодор Кохер, будущий нобелевский лауреат в области медицины. Одна из его заслуг – разработка безопасного метода операции на щитовидной железе для лечения Базедовой болезни. Тогда это заболевание было довольно распространенным. Кстати, в 1913-м он прооперировал в Швейцарии страдавшую этой болезнью Надежду Крупскую, жену Ленина. Успехи Кохера привели к открытию. Дефицит гормонов щитовидной железы после ее полного удаления приводит к тяжелым последствиям для оперируемых. Чтобы их предотвратить, Кохер стал подсаживать перенесшим операцию ткани щитовидной железы. Так в арсенале медицины появилась трансплантация внутренних органов. В начале 20 века выдающийся хирург Алексис Карель совершает прорыв в сосудистой хирургии, разрабатывая метод пересадки и соединения артерий и вен. Эти исследования он осуществляет совместно с американским хирургом Чарльзом Гатри, который, кстати, считал, что открытие метода сшивания сосудов – это путь к пересадке головы. В 1908 году Гатри пришивает отрезанную голову пса к другой собаке и добивается кровоснабжения пришитой головы. Собака демонстрировала определенные базовые рефлексы в первые часы после операции. Затем ее состояние стремительно ухудшилось, и сам хирург решил усыпить несчастное животное. Статья с описанием эксперимента оставила научное сообщество в некотором недоумении. И, собственно, такое недоумение окажется непременным спутником многих трансплантологических экспериментов, после которых останется много вопросов. Зачем они вообще проводятся? Чего именно ученый хочет достичь, пришивая собаке вторую голову? Так или иначе, в 1912-м Нобелевский комитет присудил Карелю премию в области медицины за разработку революционных методов в сосудистой хирургии. Но Гатри обошли вниманием, хотя его вклад в эти работы был не менее важен. Все из-за неоднозначной научной репутации после эксперимента с собачьими головами. После первых успехов с пересадкой внутренних органов, физиологи и хирурги в разных странах мира начали экспериментировать на лабораторных животных с пересадкой почек, печени и сердца. Но быстро обнаружили, организм реципиентов донорские органы отторгает. Иммунная система воспринимает их как опасное народное тело и старается от него избавиться. Что делать с этой проблемой, никто не знал, поэтому эксперименты прекратились, но идея не угасла. В 1920-е мир снова заговорил о пересадке органов. Отчасти на это повлияла бурная деятельность Сержа Воронова,
еврейского эмигранта из России, обучавшегося медицине во Франции. Он был учеником Алексиса Карейля и заинтересовался трансплантацией, правда, довольно в специфическом ее аспекте. Тогда физиологи всего мира начинают пристально изучать человекообразных обезьян. Исследователям закономерно кажется, что медицинские эксперименты лучше проводить на организмах обезьян, ведь они наиболее близки к человеку. Реакция организма той же собаки может сильно отличаться от человеческой. Из-за близости обезьяньего организма высказывались идеи, что обезьяньи и человеческие органы взаимозаменяемы, и Воронов начал эксперименты в этом направлении. В частности, он пересаживал ткани щитовидной железы шимпанзе больным с соответствующими тяжелыми патологиями. Положительный эффект вроде бы был, но не стойкий. Однако Серж Воронов таки смог найти применение другим обезьяньим железам и открыл персональную золотую жилу. Он заявил, что готов бороться с увядающей жизненной силой стареющих мужчин. Проблему такого увядания он видел в ослабевающей работе мужских тестикул и утверждал, что пересадка тканей тестикула шимпанзе или бабуина непременно мужчине поможет. В итоге богатые стареющие мужчины поверили в силу тестикул диких обезьян, и проблем с клиентами у Воронова не было. Считается, что он пересадил тестикулы сотням пациентов за вполне приличный прайс. В лучшие годы он постоянно жил в одном из самых дорогих отелей Парижа, снимая целый этаж. Как ни странно, после операции большинство пациентов действительно ощутили прилив сил. Некоторые даже провели повторную пересадку через несколько лет. Современные ученые считают, что физиологического объяснения у этой реакции нет. Дело могло быть только в психологическом эффекте. Однако факт есть факт, жалоб не поступало. Даже наоборот. Материалы о чудесном докторе, омолаживающем пожилых миллионеров обезьяньими железами, появились в газетах и широко обсуждались, примерно как сейчас о стремящихся жить вечно миллионерах-биохакерах из Кремниевой долины. Ну а мысль о мужской силе обезьян на службе человека открывала богатый простор воображению о будущем человечества и человеческой природы и вновь нашла отражение в поп-культуре. Для русскоязычного человека сюжет с ученым, экспериментирующим с пересадкой органов, это «Собачье сердце» Булгакова. Там омолаживающие пересадки богатым клиентам были главным источником заработка профессора Преображенского. Сложно, правда, сказать, где он мог достать столько обезьяньих тестикул в советской России. Однако показанные Вороновым чудеса обернулись разочарованием. Пересадка тестикул для повышения жизненной силы была признана вариантом магических обрядов, а эксперименты по приживлению печени или сердца на животных не принесли результата. Органы по-прежнему отторгались. Науке нужны были новые техники и методы. Такая работа велась во многих странах, и в том числе в СССР. В 1926 году ученый Сергей Брюханенко изобретает первый в мире аппарат искусственного кровообращения и называет его автожектором. С его помощью Брюханенко проводят опыты, где снова не обошлось без собачьей головы. Он подключает ее и удаленное легкое собаки к своему автожектору. В получившейся системе голова живет несколько часов, реагируя на раздражители и даже пытаясь есть предложенный сыр. В 1940 году эксперименты Брюханенко снимаются для документального фильма «Опыты по оживлению организма». Конечно, живая собачья голова выглядела довольно ужасающе, но в этом случае хотя бы было понятно, зачем проводить такие опыты. В принципе, искусственное кровообращение может быть использовано для определенных операций на остановленном сердце. Однако необходимо дальнейшее усовершенствование этой техники для ее практического внедрения. Брюханенко также проводил опыты по насыщению кровью отдельных изолированных органов для поддержания их жизнеспособности. Так создавались важные предпосылки для последующих трансплантационных операций, где органы должны оставаться живыми после извлечения из организма донора. В 30-е Алексис Карейль представляет свой вариант насоса, который обеспечивает циркуляцию жидкостей через удаленные внутренние органы, помещенные в специальную камеру. Органы оставались живыми от нескольких часов до суток. В 50-е кардиохирургия делает большие успехи. Проводятся операции на открытом сердце с использованием систем искусственного кровообращения, когда сердце временно отключается для проведения операции. У ученых появляются представления, как подавлять иммунитет, а значит облегчать пересадку внутренних органов. Создаются первые препараты для подавления иммунитета,
кортизон, а затем амизоприн. Проводятся первые операции по пересадке почек и легких, даже с относительным успехом. Но о том, чтобы пересадить человеку сердце, пока не шло и речи, риск слишком велик. Проблему пересадки сердца изучает в США талантливый кардиохирург Норман Шамвей, работающий в клинике Стэнфордского университета. Одновременно в СССР аналогичной работой занят Владимир Демихов, который с 1945 года проводит разнообразные эксперименты по пересадке внутренних органов на собаках в Институте экспериментальной клинической хирургии. Демихов получает лабораторию, целенаправленно занимающуюся разработкой хирургических методов пересадки органов. Демихов пробовал пересаживать собакам второе сердце или поменять почки у подопытных псов, проводил и пересадки сердца. В 1954-м он проводит свой самый эффектный эксперимент и снова с собачьими головами. Он пришивает к плечу подопытного пса голову и передние лапы другой собаки. Получается химера, она живет почти месяц. Позже Демихов проводит новые операции по созданию двухголовых собак, которые представляются достижением советской экспериментальной науки. Снимки публикуются в мировой прессе. Отношение к Демихову в научной среде, что в мире, что в СССР, неоднозначное. Некоторые называли его Мичуриным, то есть экспериментатором-любителем, добивающимся диковинных результатов. Тем не менее, его лабораторию посещают иностранные хирурги. Одним из них был Кристиан Бернард, кардиохирург из ЮАР, долго стажировавшийся в США и некоторое время работавший с Норманом Шамвеем. Он тоже бьется над задачей пересадки сердца и готов к смелым экспериментам. Опыты Демихова производят на него впечатление. Он приезжает к нему дважды, в 60-м и 63-м. А 3 декабря 1967 года, уже в ЮАР, Бернард проводит первую пересадку сердца. Реципиентом становится Луис Вашканский, чья сердечная патология признана неизлечимой. Донор – 25-летняя девушка Денис Дарвал, сбитая пьяным водителем и получившая тяжелейшие травмы мозга. Так Южная Африка внезапно вырывается вперед в гонке по проведению прорывной операции в истории медицины. Впрочем, Норман Шамвей в США также был готов к операции. Однако регулирование медицины в ЮАР было сильно посвободнее, чем в Америке. В США на тот момент было запрещено изъятие бьющегося сердца для донорства, даже если человек, по мнению врачей, был мертв. Хотя операция Бернарда считается успешной, выживший пациент умрет через пару недель от пневмонии, вызванной подавлением иммунной системы. Но само появление трансплантации сердца в повестке дня заставило пересмотреть определение смерти человека. Ведь веками сохраняющееся сердцебиение входило в число главных доказательств того, что человек жив. В 1968-м Всемирная медицинская ассоциация признает критерии смерти мозга, при которых считается возможным извлечение у пациента еще функционирующего сердца. Впрочем, не все страны сразу это признали. Так началась гонка за успехом. 3 дня спустя, после операции Бернарда, в нью-йоркском госпитале Маймонида Адриан Контровец пересаживает сердце младенцу с неизлечимой сердечной патологией. Донором стал новорожденный без мозговых полушарий и обреченный на быструю смерть. После операции младенец с пересаженным сердцем прожил 6 часов и умер. В январе 1968-го Бернард проводит еще одну операцию. На этот раз пациент проживет 19 месяцев и умрет от последствий отторжения органов. Затем хирург проводит еще операцию. Пациент умирает от заражения крови на 15-й день. Подобные операции в 1968 году были проведены в 14 странах. А всего операций было более сотни. Лишь 40 пациентов прожили после них дольше 9 дней. Попытки пересадить сердце предпринимались и в СССР. 4 ноября 1968 под общим руководством главного хирурга Министерства обороны Вишневского была предпринята попытка пересадить сердце 22-летней Любе Пасинской, страдавшей сердечной недостаточностью. Донором стала 19-летняя девушка, попавшая под поезд с констатированной смертью мозга. К успеху операция не привела. В СССР после неудачи Вишневского всякие работы по трансплантации сердца свернули. Операция была признана слишком рискованной. К похожему выводу пришли и в других странах. Тему фактически забросили как почти безнадежную. Лишь некоторые энтузиасты продолжили попытки. К ним относился Норман Шамвей. Он продолжал делать операции безнадежным пациентам, постепенно набирая базу информации, определяя узловые проблемы, а в 70-м ученые из Sanders Laboratories обнаруживают, что определенные норвежские почвенные грибки
продуцирует мощный иммунодепрессант. В 1972-м патентуется созданный на его основе циклоспорин. Его применение облегчает работу по подавлению иммунной системы для проведения трансплантации. Шамвей проводит пересадку сердца с использованием циклоспорина в 1978-м. Постепенно получаются обнадеживающие результаты. В 1985-м Шамвей вместе с коллегами публикует данные. Более 80% перенесших операцию теперь живут более года. При этом у 80% от проживших более года удается добиться устойчивого выздоровления. В СССР первая успешная пересадка сердца проводится в марте 1987-го хирургом Валерием Шумаковым. Но еще раньше подобную операцию проводят в Польше. Збигнев Релига, хирург с того самого фото. В 1970-м он стажировался в Америке. И в 1985-м он проводит первую операцию по пересадке сердца в Польше. Она проходит в возглавляемом им центре кардиохирургии в городе Забже. Пациент умирает через несколько дней от заражения крови. Иммунитет был подавлен для операции, и организм с заражением попросту не справился. Но то, что человек с новым сердцем вообще поднялся с операционного стола, считалось успехом. Член операционной бригады позже вспоминал: сразу после операции Релига велел звонить журналистам. Я протестовал, потому что пациент еще боролся за жизнь, а он мне на это: если курица снесет яйцо, то кудахчет. Релига умел выстраивать отношения с властями, добиваясь возможности проводить фактически экспериментальные, с учетом уровня медицины в стране, операции и получать необходимые средства, оборудование, расходные материалы. Собственно, то, что где-то в Польше, которая уж точно не находилась на переднем краю медицины, вдруг появился чудо-хирург, проводящий в провинциальном центре сложнейшие современные операции по пересадке сердца, уже один этот факт привлекает внимание мировых СМИ. И тот самый снимок попадает в National Geographic. Считается, что на операционном столе в это время находился Тадеуш Житкевич, человек, который проживет с пересаженным сердцем больше 30 лет и скончается в 2017-м, когда ему будет 91 год. Эту версию поддерживал и сам Житкевич, и Релига. Однако в том же 2017-м профессор Мариан Зембала, возглавлявший тогда Силесский кардиологический центр, сообщил: на снимок попала другая операция. В этот день в клинике проводили 2 операции по пересадке сердца, и второй пациент не выжил. Пересадка человеку донорских органов, особенно таких символически нагруженных, как сердце, проблема не только медицинская, но и мировоззренческая. Человечеству пришлось пройти путем странных экспериментов и довериться энтузиастам, которые разбирались в вопросе прямо на ходу. Сейчас трансплантология достигла уровня, при котором выживаемость пациента после пересадки сердца составляет где-то 85% в течение первого года и 72% в течение первых 5 лет. При этом пациенты в основном возвращаются к привычным активностям. Основной риск для здоровья по-прежнему заключается в отторжении органов. Люди вынуждены пожизненно принимать иммуносупрессоры. Но жить с этим можно. В России 70% пересадок сердца проводятся в центре имени Шумакова, того самого хирурга, который сделал первую успешную такую пересадку в СССР. США в 2026 году планируют выйти к 60 тысячам трансплантаций органов от доноров в год. Мировой же объем уже сильно больше 100,5 тысяч. Но операции без донорских органов проводятся все чаще и к 2025 году достигли беспрецедентного успеха. В ход идут искусственные сердца. Они рассматриваются как временное решение, так называемый мост к трансплантации. Наиболее известные из них либо революционно простые механизмы, как австралийский Бивакор. С таким в прошлом году пациент прожил целых 100 дней, дождавшись донорского сердца. Либо более изученные, но громоздкие и сложные механизмы, как французский Кармат. Но вообще, кстати, куда сложнее пересадить не сердце, а печень. Просто из-за символической нагрузки исследования, связанные с пересадкой сердца, привлекают куда больше внимания и финансирования. А еще сейчас проводятся исследования, за саму идею которых Чарльза Гатри исключили из номинантов на Нобелевскую премию. Обсуждается возможность пересадки человеческой головы. Она пока считается невозможной. Ведь, по сути, нужно к нейронам мозга пришить аксоны, которые отвечают за управление телом. А стоит их отрезать, они тут же начинают отмирать. Так что прежде всего решить нужно эту проблему. И если получится, то мы не только сможем думать о пересадке головы, но и вылечить миллионы людей с травмами позвоночника. Главный мировоззренческий вопрос, который возникает при размышлении о пересадке головы:
Сохранится ли личность? Ведь тело играет огромную роль в осознании себя. У человека с пересаженной головой могут измениться вкусы, эмоции, а еще обсуждается вероятность переноса воспоминаний. В общем, есть над чем подумать и ученым, и фантастам, и Нобелевскому комитету. До завтра.